Всем привет, это Вика Вэй. Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие по Армении. Город Дилижан и на озеро Сиван. Сегодня у нас прямое включение прямо с автовокзала Северного. Мы отправляемся в Дилижан. Вот так выглядит вокзал, до которого мы добрались на такси, но совершенно точно можно доехать и на автобусе номер 46. Кстати, поездка до Дилижана на маршрутке стоит 1000 драм на человека. Мы решили выйти из маршрутки, зайти за водой, потому что наполненность там еще пока что маленькая, соответственно, видимо, мы будем выезжать четко по времени. А ехать нам... Сколько ехать от Еревана до Дилижана? 1,5 часа? Да, так что решили позаботиться о своей поездке. В итоге, на самом деле, мы выезжали не четко по времени, а именно по наполняемости маршрутки. И простояли мы так 1,5 часа, и, возможно, еще даже 2 сиденья так и остались свободны. В общем, если честно, это меня немного расстроило. Ну, как бы даже чисто расстроило, потому что я хотела уже побыстрее в Дилижан, потому что уже был вечер. А хотелось побольше успеть, ну, как-то так. Вот мы и прибыли. Здесь нетипично зелено. Глаз прям привыкает, очень здорово. И первое, куда мы зашли, это магазин. Нет, ну когда-нибудь в своих роликах я перестану показывать подсолнухи, но явно не сегодня, потому что подсолнух — это вообще мой любимый цветок, у меня даже есть с ним кулон. Так, ну это что такое? Что за прекрасный отдел? Вот это мне нравится, когда в супермаркете прям такой отдел, куда можно голодным заглянуть. Мы очень в тему заглянули в этот магазин, потому что здесь взяли и выпечку, и кофе после дороги. Кстати, к слову о дороге, она просто невероятная. Я даже подумала, что за 1000 драм ты получаешь какой-то аттракцион эмоций. И это уже просто сама дорога стоит всей идеи сюда приехать. Знаете, то горы, то холмы, то озеро, постоянный движ, постоянная смена невероятных локаций. Ну что, выходим из магазина и оказываемся в самом центре города. Здесь же еще и рядом автовокзал, да, с дорогой, которая ведет в крупные города, такие как Ереван, Тбилиси. И в связи с такими соседями парк стал буквально восприниматься как центр города. Еще я вас сейчас удивлю. Вот это потрясающее совершенно озеро, которое вы видите, создано искусственно. Мы не перестаем удивляться, такой зеленый город. Очень клевый воздух. Мы даже подумали, это, знаете, как, наверное, островок Карелии, да, у нас в России. Кстати, откуда мы с Сашей и родом. Вот здесь, в Армении, тоже свой Дилижан, свой такой уголок зеленый. Заметьте, как аккуратно сделаны такие чилл-зоны. Нет каких-то пластиковых стульев. Мне кажется, нам еще сегодня очень сильно повезло с погодой, особенно под мой новый топик. Кстати, вот наша предыдущая поездка, мы ездили в Горни, там был древний храм, построенный в 1 веке нашей эры. И еще мы ездили там же в симфонию камней. Вот там была жаришка, я даже чуть не схватила тепловой удар. Кстати, если вам интересен этот влог, то переходите по подсказкам. Самый большой веревочный парк в Армении, друзья. Сейчас мы подходим к более таким райончикам, где живут уже люди. На самом деле мы идем уже в сторону нашей квартиры. Нам нужно скинуть вещи, плюс, ну, как бы, встретиться, да, с хозяйкой квартиры, а потом уже выберемся снова. Мы с ней не встретимся, да, она оставила ключ в магазине, мы туда заглянем и возьмем его. Кстати, очень удобно. То есть мы не супер привязаны друг к другу. И если мы там где-то задержимся, ничего страшного. Если у нее какие-то, да, личные дела, тоже ничего страшного. Собак действительно много. Это мы еще узнали из видео, когда смотрели, вдохновлялись поездкой в Дилижан. Потом я решила спросить у чата GPT, подтвердит ли он этот факт, что здесь много собак. Он сказал, что нормально, как везде.
Но на самом деле, действительно, как будто собак здесь много. Здесь есть и чипированные собаки. Их потихонечку чипируют. Вот в Грузии, кстати, мы были. Там было тоже очень много собак. Мы, можно сказать, жили в Кабулете. Это такой город-курорт рядом с морем. И вот говорят, что, мол, это прям, знаете, столица собак. Но они, кстати, все там. Вот там прям за этим следят. Там все очень чипировано, так выражимся. Так что чувствовала я себя там, в принципе, безопасно в этом плане. Да, кстати, мы посмотрим, сколько здесь стоит такси. Обычно в Ереване в самом стоит где-то плюс-минус $3. Ну, даже не то, что плюс-минус, где-то $3 и выше. Чуть-чуть. Да? Так что мы попробуем тут еще вызвать, посмотрим, во сколько это нам обойдется. А я хотела показать, что арбузы здесь везде и надувные, и настоящие. И пулпулаки тоже, к слову. Не знаю, сколько здесь пулпулаков, но в Ереване пулпулаков более 1500. Да, то есть это такие питьевые фонтанчики. Знаете, пить из них это уже прям входит в культурный код армян. Как аутентично. Тебе нравится? Да. Мне тоже очень. Квартиру мы, кстати, нашли буквально за 2 дня до того, как заселяемся. Было не так много вариантов, но, как видите, что-то найти реально. Да. Вот мы пришли, вещи скинули, и сейчас побежим на улицу. О, какой вид из окна. Сейчас побежим на улицу. Квартиру, кстати, мы нашли за $30. Это уже в сумме на Airbnb, с учетом сборов. Мы здесь на 1 ночь. Чего себе по поводу такси мы сейчас решили вызвать до старого Дилижана с нашей точки. Если пешком идти, это, между прочим, 26 минут. Так вот, такси стоит 400 драм. О, это мы проезжаем с вами памятник героям советского фильма «Мимино». Завтра подойдем к нему поближе. Вот мы и вышли из машины. Признавайтесь, как вам вид? По-моему, шикарный. И, кстати, Дилижан еще называют армянской Швейцарией. Обратите внимание, какое здесь интересное здание. Вообще, в целом, здесь архитектура, я уже успела заметить, весьма отличается от традиционной армянской. Тут присутствуют как каменные дома, так и дома из дерева. На самом деле, например, в Ереване не так часто встретишь деревянные дома. О, а вот еще один интересный дом. Ну что, пишите, как вам? По моим наблюдениям, это одна из самых популярных смотровых площадок в городе. Очень красиво, и людей много, но вполне реально дождаться своей очереди, чтобы сделать красивые снимки. Если вы будете, например, в другое время дня, и вы заметите, что людей все же весьма много, не отчаивайтесь, просто прогуляйтесь дальше по городу, и там еще будут смотровые площадки, уже не такие популярные среди туристов. А теперь мы спускаемся вниз со смотровой площадки в Старый город. Старый город — это пешеходная улочка, поэтому водитель высадил нас повыше. Ну и здесь как раз-таки можно и спуститься. Блин, мне уже нравится наш влог. На этой аккуратной улочке можно найти мастерские и также сувенирные магазины. И давайте в один из них прямо сейчас и заглянем. Обратите внимание, сколько здесь ручной работы. Гранаты, да, тоже видите. На самом деле гранат — это символ Армении. И даже когда я сама прилетала в Россию, чтобы встретиться со своими родными и близкими, я тоже покупала им такие сувениры, включая магнитики в виде гранатов, таких объемных, из дерева, тоже ручная работа. В общем, такие милейшенькие. А как часто вы видите такие маленькие коньячки? И мы с Сашей были на заводе, на этом коньячном Арарат.
в Ночь музеев. Ночь музеев — это такой день, когда можно прийти, на самом деле, неважно, ночь — это день или вечер, да, но можно прийти и бесплатно посетить тот или иной музей, ту или иную галерею. Насколько я понимаю, это есть в ряде стран, не только в Армении. Такое событие проходит раз в год. Продолжаем нашу с вами прогулку по городу. Здесь вот такой трафик. И примерно вот на этом участке дороги мы что-то встали, замешкались, стали смотреть, куда вообще мы направляемся, куда идем. И к нам подошел мужчина, я подозреваю, он тоже релакант, и спросил, нужна ли нам его помощь, точно ли не нужна. На самом деле, несмотря на то, что помощь по факту-то не нужна была, все равно было приятно, что человек увидел, да, что мы такие замешкались чуть-чуть, и вот он решил предложить нам свою поддержку. И вы знаете, поддерживающая атмосфера в городе, она в принципе очень важна для состояния людей. Ой, погодите, я сама себя перебью. Вот этот стенд слева — это советский поэт. И этот советский поэт еще изображен на 1000 драм. Да, 1000 драм — это, собственно, денежка, с которой мы сюда с вами и приехали, ну, на которую мы сюда с вами приехали. С обратной стороны, ну, то есть, с одной стороны изображен поэт, с обратной стороны изображен уже и памятник ему. Так вот, что я хотела сказать, да, то есть, в целом поддержка в городе играет роль на эмоциональное состояние его жителей, но когда ты еще и экспат или путешественник, это вдвойне или даже втройне ценится. Так что мы прям оценили. Здесь мы с вами видим плакат. Приезжает ДДТ в Ереван. Большой концерт в Ереване 3 ноября 2024 года. Также, кстати, скоро сюда приедут и «Руки вверх». В общем, вовсю проходят интересные концерты, в том числе и классической музыки. Причем, кстати, частенько. Очень частенько можно нарваться на что-то весьма интересное. Так, а здесь, я насколько понимаю, мы приближаемся к образовательному учреждению. И практически сразу за ним будет смотровая площадка, как я вам говорила. Стоит только чуть-чуть прогуляться по городу, будут уже следующие смотровые площадки. Да, вот такая вот красота, прямо напротив магазина 1000 мелочей. Как вам виды в городе? Пишите в комментарии. Ну, а я здесь сделала пару фотографий, которые мне очень понравились. Повечерела, увидимся завтра. Всем доброе утро, из Дилижана. Я только что поставила чайник, и сейчас мы будем завтракать, а затем уже выдвигаться на автовокзал до Сивана. Если мы не словим маршрутку, то сядем на такси. Такси отсюда до Сивана стоит примерно 5000 драм. К слову, мы решили снять номер в Сиване, но мы не знаем, можно ли там расплачиваться наличкой. Если что, придется где-то искать банкомат, да, снимать денежку. В общем, мы написали администратору и ждем ответ. Мы так не любим Саше звонить, так что мы постараемся подождать. Отвечают там обычно в течение 12 часов, как написано. Но, в общем, надеемся, что звонить не придется. Мы решили перестраховаться и снять деньги. Вот, а пока мы идем, я расскажу вам угар-историю. Короче говоря, с этой квартиры, именно с которой мы только что выселились. Вчера, получается, Саша пишет хозяйке квартиры, до скольки нам можно выселиться. Ну, то есть там, по сути, в правилах до 10, а нам бы хотелось в 11 выселиться. Вот, и он не заметил, как он опечатался и написал, до скольки можно веселиться. Короче, такой угар. Хозяйка напряглась, такая говорит, у нас после 11 нельзя шуметь. Мы такие, мы неправильно, опечатались. В общем, я надеюсь, что такого, знаете, осадочка у нее не осталось неприятного, что мы тут планировали веселиться, не знаю, пить, может быть. А пить мы будем с вами кофе. Вот здесь. Вот что мы действительно будем пить. Место, кстати, называется The Spot.
Спасибо. Кофе, кстати, очень вкусный. Мне понравился. Сначала я посмотрела, думаю, ну подороже будет, чем везде. Даже, возможно, когда мы ездили в Гарни, там в самой-самой туристической точке было и то подешевле. Но дешевле там было. Ну, зато место очень красивое, эстетичное. Уже даже просто поход, покупка кофе в таком месте уже вызывает такие приятные чувства. Посмотрите, какая лавочка аутентичная. Она как раз таки находится рядом с банком. Ну вот, мы уже практически и подошли к банкомату. Ой, здесь как раз показываю купюру в 1000 драм, про которую я говорила чуть раньше в видео. А вот и еще один пёсель, который хочет проводить нас в центр города. И вот мы вновь у искусственного озера, в этот раз уже с другой погодой, с другим освещением, можете посмотреть. И вот эти стенды — это программа того, как парк еще будет модернизироваться. То есть это проект по улучшению города. И, как обещала, памятник героям фильма «Мимино». Здесь можно набрать водичку и, конечно же, на удачу потереть носы персонажам. А после этого купить 2 билета до Сивана. На этот раз нам сказали, что все четко по расписанию будет. Я обрадовалась. Ну, у нас был еще час, соответственно, мы пошли гулять дальше. Нагулявшись, мы сели в маршрутку. Теперь нас ждет потрясающе красивая дорога снова, и в том числе вот такие длинные туннели, которые тоже не менее впечатляют. Вот нас и высадили в городе Сиван. Это окраина города, то есть наш водитель поехал дальше в Ереван, а мы попросили здесь выйти. Здесь природа, конечно, сразу же поменялась. Место уже такое, видите, более пустынно-равнинное. Тем не менее, тут много разных цветов цветет. Запах такой вот травы, знаете, которую, возможно, в чай добавляют, либо когда простудился, ее пьешь. Такой же мусор. Какой-то строительный мусор. То есть не привели в порядок. Это все-таки, мне кажется, более курортные места где-то там, где мы проезжаем. Ну, я хотя бы дал знать, а то он мог там задуматься и ехать. Да? Да. Саша говорит, что мы мексиканцы, которые сейчас будут пересекать границу. Такое впечатление неоднозначное, учитывая тот факт, что сильно дует ветер. О, сейчас я покажу, что тут происходит. Сейчас, секунду. В общем, дует ветер, плюс много... Можешь прыгнуть? Да. Много каких-то строительных недоделок, недостроек. Давайте. Ой. Тут, знаете, нужно следить, смотреть под ноги. Глаз за глаз, короче говоря. Зато солнце печет сильнее, чем в Дилижане. То есть это как-то... О, смотрите, сейчас покажу. Блин, чтобы вы видели величину. Тут тоже вон видно, жизнь какая-то есть. Да. Ну все, здесь появились дороги. Дома буду сидеть. Целый день. Скажи, они хотят... Ну что, ребят, мы заселились. Номер со своей ванной комнатой стоит 10 200 драм. И говоря о ванной комнате, сейчас вам покажу одну особенность, если вы ее не замечали никогда. Вообще такое я замечала только на Кавказе пока. Видите, как обустроен душ, а именно ванная, да, кабина, казалось бы, но нет кабины, нет бортиков, есть такое отверстие в полу, ну и сам шланг.
У нас в планах выехать из города на Сиванский полуостров. Это такое очень красивое место со смотровой площадкой на высокой точке, где ты видишь озеро такое бескрайнее. Но перед тем, как отправиться в это невероятное место, мы хотим найти что-то перекусить. Мы зашли в первый большой магазин в отдел с выпечкой, но не стали там ничего брать, потому что мне не понравилось, что там продавцы прям руками все берут, трогают и кладут. Ну, как бы я понимаю, что не бывает идеальных санитарных условий, но я предпочитаю, по крайней мере, чтобы такое происходило не на моих глазах. То есть я не люблю это видеть. И спустя 20 минут примерно мы нашли место, где перекусили. И уже отсюда поехали на Сиванский полуостров. Чтобы добраться до самой эпичной, самой высокой точки полуострова, нужно подняться по длиннющим ступенькам, которые уходят туда, далеко вдаль. Кстати, когда-то этот полуостров был островом, но уровень воды в озере снизился, и, как следствие, остров стал полуостровом. Еще здесь находится знаменитый монастырь Сиванаванг. В общем, как понимаете, это место буквально пропитано историей и легендами. И одна легенда гласит, что царь Ашот основал этот монастырь, чтобы искупить грехи. И он приказал монахам подниматься на этот крутой холм каждое утро. Представьте себе такую тренировку, то есть как символ такой стойкости и преданности вере. Виды отсюда захватывают дух. Озеро Сиван и окружающие горы создают потрясающую панораму. Видишь, как мальчику показывают, вот так нужно фоткаться на фоне гор. Мы решили отправиться подальше от мест, где в основном все туристы. Забрели мы вот в такое место. Как мы знаем, именно здесь находится дача президента Армении. Как мы поняли, это именно она. Снимать ближе я не стала, потому что там указания, нельзя снимать. Но вот так вот интересно получилось. А теперь мы отправились вниз, прямо на пляж. И если вы присмотритесь, вы увидите здесь лодки. На самом деле для активных путешественников тут просто топ. Виндсерфинг, каякинг и даже возможность покормить местных чаек. Кстати, армянская чайка — это редкий вид, который обитает только здесь. Так что держите фотоаппараты наготове. Нам, к сожалению, не удалось их увидеть. Также здесь есть бесплатные пространства не только для активного отдыха, но и для обычного отдыха с семьей. Здесь люди приносят свою еду, готовят шашлыки и болтают о том о сём. Здесь даже продуманы вот такие местечки, где можно помыть руки, набрать просто водички, потому что пить можно здесь из-под крана. Побродив по берегу и поняв, что совсем скоро золотой час, это солнце, когда такое, знаете, золотое прям, где-то часов в 7, может быть. Так вот, поняв это, мы решили забраться снова наверх острова, потому что знали, что там будут очень клевые кадры. И прямо перед лестницей, ведущей наверх, я взяла себе гаду. Это такая традиционная армянская сладость. Мне ее дали прям вот только-только из печи практически. Очень горячая, поэтому я не сразу стала лопать. А вот это мы решили пойти по не такой популярной тропинке. Перед нами вообще никого не было. Такая здесь тишина, такое спокойствие. В общем, я очень рекомендую сюда пройтись. Просто посмотрите, какие здесь можно сделать кадры. Это вот, знаете, когда вы поднимаетесь наверх острова, вы сверните налево. Не идите прямо там направо, а вот налево. И найдете такие прекрасные виды. Здесь чувствуется сахар и топленое масло. Собственно, как мне и сказали. Не хватает чайка. Вот он, так выглядит золотой час, как я и говорила. А затем солнце село, мы отправились домой и легли спать. А на следующее утро, сразу же после того, как я провела урок английского, мы отправились в Ереван. Вот такая яркая поездка получилась. Спасибо, что разделили эмоции со мной. Если вы хотите поддержать мой канал или поздравить меня с днем рождения, который у меня будет на следующей неделе, я буду очень рада вашим донатам. Ссылку оставлю в описании. Еще раз спасибо за просмотр. С вами была Вика Вэй. До новых встреч. Пока-пока.